Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канал АТПА и не только. Представляем вам свой перевод на русский язык ролика с канала Orange Plastics Academy. Спасибо каналу Orange Plastics Academy за отличное видео. Как определить любой тип пластмассы? Академия Orange Plastics. В этом видео вы узнаете, как идентифицировать тип пластика с помощью, во-первых, испытания на плавучесть, во-вторых, испытания на сжатие и, в-третьих, испытания на горение. В нашем предыдущем обучающем видео мы перечислили 7 самых распространенных типов пластика. В этом видео мы продемонстрируем испытания, которые вы можете провести самостоятельно, чтобы определить, из какого пластика состоит изделие. Тест номер 1. Испытание на плавучесть. Это испытание помогает различить две общие группы пластиков. Пластики с низкой плотностью, такие как полиэтилен и полипропилен, будут плавать, а все остальные пластики тонуть из-за их более высокой плотности. Это можно проверить самостоятельно, используя обычную емкость с водой. Более продвинутые разделительные емкости для испытаний на плавучесть используются для точной сортировки различных групп пластика. Тест номер 2. Механическое испытание на сжатие. Разные пластмассы по-разному реагируют на механическое воздействие. Гибкие пластики устойчивы к сильному давлению, в то время как другие будут гнуться или даже ломаться. Проводя испытания на сжатие, например, с помощью пресса, можно определить тип пластика. Пластик гнется, тогда он относится к таким материалам, как полиэтилен (PE), полипропилен (PP), полиамид (PA) или поликарбонат (PC). Если пластик ломается, скорее всего это АБС, известный своей твердостью и хрупкостью. Пластик упругий, пластичный и сохраняет свою форму под нагрузкой, тогда, вероятно, это ПОМ, который способен восстанавливать свою первоначальную форму. Тест номер 3. Испытание на горение. Для этого испытания нам понадобится серьезное оборудование. Мы приберегли самый информативный метод напоследок. Можно узнать тип пластика, подвергнув его воздействию открытого пламени. Пластмассы различаются по скорости воспламенения, цвету пламени и тому, как высокая температура воздействует на материал. Полиэтилен (PE) дает светло-желтое пламя, синее в центре. Материал приобретает эффект жирного блеска, как при горении свечи. Полипропилен (PP) при горении дает похожее пламя, желтое с синим центром, а сам материал превращается в маслянистую субстанцию. АБС горит с выделением густого дыма и копоти. Полиамид (PA) образует синее пламя с желтыми краями, а запах похож на сжженный рог или шерсть. Поликарбонат (PC) воспламеняется с образованием клубов дыма. При горении выделяет относительно сладкий запах. ПОМ – пламя почти невидимо, с резким запахом формальдегида. Наконец, ПЭТ при горении дает желтое и дымное пламя и распространяет сладковатый запах. Всегда соблюдайте правила техники безопасности при попытке установить тип пластика. Если у вас есть сомнения, обратитесь в компанию, занимающуюся литьем пластика, для исследования специфических свойств материала вашего изделия. Спасибо за ваше время и внимание. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, профессионалами не рождаются, ими становятся.